Очередная солнечная парочка. Ох, вот моя рука. Просто вот ствол дерева. Итак, мы приехали на первую локацию, где во время многодневной разведки я обнаружил первые сморчки конические. Это какая-то заброшенная старая дорога, на которой вот всходят какие-то вот кусты, деревья, их очень много, очень сложно передвигаться. По обе стороны от этой заброшенной старой дороги находится болото, там грибов вообще нету. Они растут строго вот на этой дороге. Давайте опустимся пониже и покажем. Так, вот, значит, первый грибочек стоит. Отличного качества, отличного размера, прям вот то, что нужно. И вот немножко правее еще стоит. Вот, и дальше, не знаю, на камере будет видно или нет. Вот этот давайте заберем. Чик. Так, закрываем. Внутри слизнячок. Добрый вечер, поэтому подрежем ножку, чтобы не поранить его. Вот, так, остается у нас прекрасная шляпка. Вот, и сейчас мы просто будем двигаться вперед туда. Во время разведки я немножко пробежался и увидел, что здесь их очень много, поэтому будем двигаться и собирать. Снимать, как вы видите, очень тяжело, ввиду того, что кусты прям везде, и нам надо двигаться прям сквозь них. Но что получится, то подснимем. Если какие-то полянки прям большие будут попадаться, то мы обязательно снимем. Все, двигаемся. Пошли дальше. Очень такой своеобразный запах, не грибной, а какие-то фрукты, то ли что-то такое. Напишите, чем вам пахнет этот гриб. Очень любопытно. Какие ассоциации у вас? Давайте посмотрим далее. Так. Очередной грибочек. Срезаем. Вот, это уже сколько? Штук 7, наверное, было в одном месте. И вот они продолжают дальше расти. И мы их всех забираем. В чернике есть какие-то вещества, которые влияют на зрение человека. И еще, наверное, всем говорили бабушки, кушайте чернику, чтобы было хорошее зрение. Так вот, на основе сморчков конических изготовлено лекарство, и в нем говорится, что они укрепляют глазные мышцы, и эффективность в 5 раз выше, чем у черники. Поэтому я сейчас в линзах, а завтра я буду без них. Добрый день! Попадаются постоянно. Вы тоже тут ходите, да? Они постоянно тут растут, да? Вот перемещается, вот с одной стороны, вот с второй. В том году было мало, в этом году вижу больше. Ага, ясно. Там дальше затоплены. Всем хватает грибов, если знать места. Здесь на одном месте ты навьешься, я там только постоял. Корзинку повезли, на одном месте ты хорошо навьешься, за один раз навьешься. Короче, маленькую тару взяли мы. Неопытные пока, начинающие грибники. Этот гриб виден. Да.
3 стороны обойдет. Опа. Ну-ка. Ну да, надо кругами, короче. Вот тут прикольно план. Большие. Ох. Вот такие большие экземплярчики. Берем кассу. Пока еще хоть что-то осталось. Конкуренты, как видите, не дрянули. Пока мы тут снимали кинематографичные кадры, грибочков-то уже почти не осталось. Что? А как долго вообще они, получается, растут? Они выросли все? Это самые первые грибы. Я их обычно, знаешь, когда собираю, только начинает снег падать, они уже есть. В этом году что-то наверное, было холодно, и вот они, наверное, с опозданием, да? Так, продолжаем сбор. Вот там огромный такой экземпляр, большой. Сложно долезть до него. Ох, какие они бывают. Вот это да. Даст фору боровичку. Внутри пополз какой-то тараканчик. Про это, кстати, тоже многие говорят, что весенние грибы, у них очень много полостей внутри. Не бей, не вызови, что тараканчик. Тараканчик будет жив. И нужно перед употреблением проверять. И вот видите, оп, и тут маленький тараканчик живет. Но с тараканчиком, возможно, будет вкуснее. Белок. Берем с тараканчиком или нет? Нет. Оператор не любит жучков, поэтому мы отпускаем тараканчика на волю. Вот такая, 2 лодочки получились. Итак, продолжаем. Ой, бегает. Так. Вдали я заметил сморчковую шапочку. А вот они даже и не вдали, а поблизости. Сейчас я пройду в сторону. Вот они стоят в одном месте, 2 вида. И сморчковая шапочка, она называется из-за того, что шляпка очень легко отделяется от ножки. И вот ножка всегда очень влажная, такая жидкость. Я читал в некоторых источниках, что ножку не советуют есть, потому что она всегда влажная и напитывает вот этот запах болота, вот этой воды. Пропустил. Так, вот тут отличная находка. Так, берем. Опа. Супер качество. Так. Вот мы тут взяли сморчков, и вот немножко в стороне сморчковая шапочка сидит. Так. Вот можно вдаль туда пойти. Да. Я вижу очень много их здесь. Ходим по краю болот. Вот можно, я уже говорил. Вот здесь прям отлично видно. Они прям большие. Класс, смотрите, какая ножка у сморчковой шапочки. Сколько воды в ней. Напитано прям. Вот, но мы ножки, наверное, брать не будем, только шляпки. Сразу может... Опа, чуть не наступил. Вот они. На одном месте оба вида растут. Вот такие замечательные грибочки. Так. Очень любопытно действует мужчина, который вот подошел к нам. Так обычно действую я. Он идет навстречу к нам. Создается психологическое давление, и мы начинаем уходить, убегать.
Обычно при сборе боровиков я так действую, а люди интуитивно хотят уйти от встречи, вот, ну, от такой вот этой темы. Если психологи смотрят, напишите, как избавиться от конкурентов, не применяя жесткую силу. Опять двигается к нам, это прикольно. Красота. Отличные грибы. Если ты знаешь место, нашел место, корзина наполняется просто по секундам. Вот еще. И пойдем дальше. Вот тут такая как дорожка, вдоль которой растут грибы. И вот, если посмотреть вдаль, на камере, наверное, это не видно, но вот за метров 15 я вижу, что они сидят во все стороны. Остается только резать и собирать. Вот. Шапочки и сморчки конические в одном месте. Интересно, какие из них вкуснее. Мы пока не пробовали. Но судя по цене в интернете, сморчок конический $200 за килограмм сушеных, а сморчковая шапочка 60. Белые грибы, кстати, тоже 60 стоят. Так, продолжаем наш сбор. Вот они тут везде растут. Напишите, кстати, вот как длинно снимать. Может быть, уже скучно смотреть, какой длины делать кадры или показывать только большие поляны. Лично я, как огромный фанат сбора грибов, я все видео. Отдельно хочу передать привет всем авторам грибных каналов. Я смотрел все каналы. Всем привет и спасибо. Я смотрю все и получаю огромное удовольствие. Так, ну что, понемножку грибы начинают заканчиваться. А нет, вот они просто немножко в стороне. Ох, вот там просто большие особи стоят. Вот такого вот размера. И там они дальше пошли. Супер. Я устал ходить по кустам, решил немножко поснимать, чтобы не нагибаться так. И очень захотелось пособирать. А вот смотрите, около левой ножки вашей. Такое количество, что прям тянет срезать. Да, вот такими полянами они растут. Очень много. Смотришь вдаль, и они все есть и есть. Так, заберем вот этот. Я попустила, вытащил. Шеренгами стоят. Вот там дальше непроходимое болото. И тем не менее, по краю они все сидят и сидят. Опа. О, как тут красиво. Ага. Класс. А вот растет маленький совсем. Интересно, сколько ему возраст. А рядом совсем еще маленький Давай стоит. не будем воевать. Посмотрим, потом снимем. Время близится к вечерней зорьке, но грибы не заканчиваются. Мы не знаем уже, что с ними делать, но здесь вот около подтопленных таких вот лужиц прям замечательного размера они попадаются. Вот. Огромные. Класс. Идеально. Не подточены слизнячками. Так. Вот два помоложе попалось. О, они растут прямо из ствола дерева. Это прям вот я такого еще не видел.
просто вот ствол дерева. Это надо сфоткать, не видишь. Да. Очередная солнечная парочка замечательных грибочков. Чик. Чик. Так. Двигаемся дальше. Вот они, полянками растут. Наверное, я даже не буду вырезать. Вернее, срывать. Просто пройдусь. Запротоколирую, так сказать, этот прекраснейший миг в моей жизни. Так. Вот это, наверное, король сегодняшнего дня. Ох, вот моя рука. С ладони реально размер. Затопленные вот такие, как просеки, что ли, полянки. Вот такой результат у нас сегодня получился. Мы неплохо прогулялись, пособирали грибочки, поснимали. Это первое наше видео на ютубе. Мы очень много тратили время на настройку камеры, на выбор ракурсов. Пока не знаем, как получилось, но думаю, что будет интересно. А теперь у нас скоро закат. Мы едем, приготовим часть из этих замечательных грибов и потом поедем дальше домой их сушить. Сейчас мы приготовим одно из самых популярных блюд в Европе, главным ингредиентом которого является сморчок конический. Для этого нам понадобится сливки для профессионалов. Ввиду того, что мы профессиональные грибники и повара, мы используем строго профессиональные ингредиенты. Сливочное масло, непосредственно сами грибы. В рецептах идет на одного человека 4 грибочка. Но мы же не в Европе, мы в Беларуси, поэтому у нас 6 на одного человека. Кедровые орешки, чеснок, лук, 2 порции, собственно, макарон, французские горные, самые лучшие профессиональные травы и гималайская красноватая соль, самая полезная. Для начала мы отварим грибы в течение 10 минуток, потом их обжарим с луком, со сливочным маслом. Отдельно отварим макароны, которые впоследствии добавим в сковородку, зальем все это сливками, посолим и добавим кедровые орехи и приправа. Вот так звучит рецепт. Ну что же, друзья, вот он момент истины. Через несколько секунд я почувствую себя графом, а может быть даже королем. Отдельный привет всем, кто в данный момент кушает. Но у нас будет вкуснее, извините, пожалуйста. Гриб, сморчок конический, напомнил вешенку. И в то же время оттенок как будто бы трюфеля. Вот черный трюфель, кто пробовал, такой вот специфический запах у него, вкус есть. Вот здесь что-то отдаленное напомнило мне, возможно. Вот, очень вкусно. Возможно, поэтому этот гриб. У нас, к сожалению, отключилась камера, мы снимаем на запасную. Я уже не помню, на чем я там остановился. В общем, всем рекомендую попробовать. Отличное блюдо. А мы идем встречать закат и кушать. Всем счастливо. Если вам понравился данный рецепт, есть главный рецепт, который сейчас в основном используют в США.
Там другое блюдо, тоже с этими грибочками. Если понравилось, пишите. В следующий раз мы покажем, как делать его. Счастливо.